Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что мы обычно делаем после завершения крупных проектов? Перебираем остатки, пытаемся придумать что-то новое. У меня нашлись джинсовые кусочки. Кусочки серого, зеленого и синего цвета. Просматриваем их. Где можно, выкраиваем детали размером 5 на 15 сантиметров. Учитываем долевую. Этот блок удобнее всего отшивать по основе. У меня нашелся кусок клеевого флизелина. На нем обозначим вспомогательные линии по центру, а потом угол 90 градусов. Начнем работу с нижнего края. Сначала закроем угол, а затем к нему будем по очереди пришивать полоски ткани. В своих видео всегда стараюсь показывать работу за швейной машинкой. Считаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Укладываем центральный треугольник. Его вершинка лежит на вспомогательной линии. На нем располагаем первую полоску. Строчку начинаем с центра. Прошили. Иголку увели на кусочек вспомогательной ткани. Отшитую деталь развернули, расправили, закрепили отделочной строчкой. Иголка находится опять в центре. И можно пришивать следующую деталь. Но здесь строчку на 7 мм не надо доводить до конца. Следите за тем, чтобы при отгибании этой детали ее угол лежал на центральной вспомогательной линии. Также закрепляем и эту деталь. При таком способе работы все получается ровно и аккуратно. Когда у меня закончилась клеевая полоска, то продолжила работать без нее. Но так как уже была нашита центральная линия, все последующие полоски сверяла с ней. Заготовленных деталей хватило на 2 такие полосы. А вот теперь главный вопрос. Как их соединить между собой? Самый простой и очевидный способ – отрезать торчащие углы
и сшить прямой строчкой. Но мы не ищем легких путей. Мы же женщины, а в каждой женщине должна быть загадка. Загадочная женщина загадит жизнь кому угодно. А если она не успеет, то придет догадливая и догадит. В общем, берем иголку с ниткой и приступаем к работе. Сразу скажу, на швейной машинке это сделать сложно, а на руках милое дело. Наша задача – сшить эти два полотна, совмещая углы. Подгибаем открытые края, прошиваем. Смотрите сами, как вам будет удобнее работать. Может быть, легче будет сшить с изнаночной стороны. Вы же помните, что когда мы пришивали полоски, то немного не дошивали до конца детали. Шов уводили в сторону на кусочек вспомогательной ткани. Вот этот запас ткани, непрошитый припуск, и дает нам возможность развернуться и спокойно прошивать углы. Готовое полотно расправляем, проутюживаем, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. По бокам пока не стала отрезать уголки, мало ли, вдруг захочется еще увеличить полотно. У меня получился размер 70 на 39 сантиметров. Использовала всю имеющуюся ткань. А вот теперь вопрос, что из этого лучше сделать? Из такого полотна, такого размера, можно сочинить интересную сумку. А если добавить еще размер, придумать дополнительные блоки из оставшихся обрезков, можно сшить небольшой коврик или панно. В общем, девочки, я накидала вам кучу идей. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. А свои работы вы можете показать в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Напоминаю, что все мои видео вы можете посмотреть на Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!